Практически во всех регионах планеты животные из семейства кошачьих занимают ведущие позиции в иерархии хищников. В этом выпуске мы расскажем об их эволюции и подробно опишем наиболее интересных представителей семейства из разных эпох. Также вы узнаете, как появились домашние кошки и почему наши пушистые питомцы до сих пор не осознают себя домашними питомцами. История эволюции кошек началась практически сразу после завершения эпохи динозавров. Тогда предки современных млекопитающих, выйдя из тени огромных ящеров, начали активно занимать освободившиеся экологические ниши. Среди прочих, свое развитие начали небольшие древесные хищники из семейства миоцидовых. Весили эти животные не больше 1 килограмма, и их основной добычей были ящерицы, птицы и насекомые. В их внешнем облике присутствовали черты кошек, куниц, собак и других современных животных. И в этом нет ничего удивительного, поскольку от этих древних охотников произошли все современные хищные млекопитающие. Через какое-то время от этого семейства отделились предки всех кошкообразных и собакообразных. Да, как ни странно, десятки миллионов лет назад эти сейчас не сильно похожие существа имели общего предка. Если говорить именно о кошкообразных, то в дальнейшем их эволюционное древо разделилось на 6 независимых ветвей. Ложные саблезубые. Для данной группы ложной является не саблезубость, а принадлежность к кошкам, хотя внешне они очень напоминают как вымерших, так и современных кошачьих. Главным их отличием является строение конечностей. При перемещении они опирались на пальцы и плюсневые кости одновременно, то есть ступали практически всей стопой. Может быть, это стало причиной их вымирания примерно 23 миллиона лет назад. Аналоги современных львов, тигров, рысей и других кошек проиграли эволюционную гонку более приспособленным животным. Виверовые. Это семейство из отряда хищных было впервые описано в 1821 году Джоном Греем. Он же дал ему название. Большинство виверовых — это небольшие, похожие одновременно на куньих и кошачьих, животные с короткими лапами и длинным хвостом. Длина их тела без учета хвоста составляет от 30 до 98 сантиметров. Хвост может достигать 90 сантиметров. Самые крупные из виверовых весят до 15 килограммов. Некоторые из них обладают хватательным хвостом. Обитают они исключительно в джунглях Старого Света, от Северной Африки до Юго-Восточной Азии. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Отлично лазают по деревьям. В это семейство входят виверры, civetты, битуронги и другие животные. Для большинства из них характерно выделение пахучего секрета – цибетина. Нандинии. К этому семейству, а соответственно и отдельному роду, относится только один вид. Как и семейство, называется это животное нандинией или пальмовой циветтой. До недавнего времени ее причисляли к семейству виверовых, среди которого есть немало очень похожих видов. К таким видам можно отнести малайскую пальмовую циветту или мусанга.
Обитает этот ночной зверек в экваториальной Африке. Ведет полудревесный образ жизни, питаясь фруктами, а также насекомыми и мелкими животными. Также они могут жить в домах, уничтожая грызунов и тараканов. Длина тела нандиней может составлять до 120 сантиметров, почти половину из которых приходится на хвост. Весят они около 2 килограммов. Внешне пальмовая цветта похожа на кошку. Но ее лапы более короткие, а когти длинные и изогнутые. Мангустовые. Это семейство тоже в свое время отделилось от виверовых. Ветви мангустов и их ближайших родственников, мадагаскарских вивер, разошлись около 20 миллионов лет назад. Современные мангусты обитают в основном в Азии и Африке. Такая разновидность, как египетский мангуст, встречается в Европе, а также завезена людьми в Новый Свет. Внешне от виверовых мангусты отличаются формой ушей. У них они закругленные, а не острые. Также по-другому расположены их пахучие железы. Их тело имеет вытянутую форму, длина хвоста почти равна длине тела. Самые маленькие, карликовые мангусты вместе с хвостом вырастают до 44 сантиметров и весят до 250 граммов. Белохвостые мангусты вырастают в длину более метра и могут весить около 5,5 килограммов. Гиеновые. Удивительно, но при всей схожести с псовыми, гиены относятся к отряду кошкообразных. На данный момент на Земле проживает 4 вида. Это пятнистые, бурые и полосатые гиены, а также земляной волк. Обитают они в Африке и Юго-Западной Азии. При этом ученые насчитывают не менее 70 вымерших видов, относящихся к данному семейству. Самым древним из них является Плиоверопс, живший в Евразии примерно 20 миллионов лет назад. По внешности и образу жизни этот хищник был близок к современной африканской цветте. Его принадлежность к гиеновым определили только по особенностям строения ушей и зубов. Мадагаскарские виверровые. В это семейство отнесены все кошкообразные, которые являются эндемиками острова Мадагаскар. При этом в него входит большое количество самых разнообразных по строению и повадкам животных. Они разделены на 7 родов и 10 видов. Самым маленьким представителем семейства является мелкозубый мунго. Он вырастает не больше 25 сантиметров в длину и весит не более 600 граммов. Самым крупным хищником на Мадагаскаре является фосса. Этот зверь весит до 12 килограммов и вырастает до 70 сантиметров в длину. Кошачьи. В рамках сегодняшнего повествования мы подробно рассмотрим именно эту группу. По ходу дальнейшего эволюционного развития около 12 миллионов лет назад она разделилась на 5 семейств, 2 из которых на данный момент являются вымершими. Проаилурус. По разным версиям, этот хищник мог быть предком как всех кошачьих, так и только саблезубых кошек. По размерам и строению Проаилурус был похож на современных фосса и вирровых и весил около 9 килограммов. Обитали эти не совсем еще кошки в Европе и Азии примерно 25 миллионов лет назад. Они имели вытянутое туловище, длинный хвост и относительно короткие лапы.
Саблезубые кошки. Иногда представителей этого вымершего семейства ошибочно называют саблезубыми тиграми. Современные тигры относятся к совсем другому семейству. Также нет никаких признаков того, что какие-то из саблезубых кошек имели полосатую окраску. Самым ранним из известных представителей данного семейства является Псевделурус. Это название с греческого можно перевести как «ложная кошка». В период от 8 до 20 миллионов лет назад они обитали на территории Европы, Азии и Северной Америки. Его предком считается Проаилурус, у которого еще не была ярко выражена тенденция к увеличению клыков. Псевделурусы обладали достаточно стройным телом и короткими лапами. Вероятно, они неплохо лазали по деревьям. Считается, что эволюционные ветви родов Смилодоны и Гоматерии разделились примерно 18 миллионов лет назад. При этом они не были предками современных крупных кошек. Эти семейства обитали в одно время на одних территориях и конкурировали между собой за звание сверххищников. В Африке и Евразии это были львы, леопарды и гепарды. В Америке – пумы и ягуары. Но вернемся к саблезубым кошкам. В последнем миоцене, около 6-7 миллионов лет назад, на территории Африки обитали мегантерионы. Позже они распространились по всей Евразии и мигрировали в Америку. По своим габаритам эти кошки были сопоставимы с современными леопардами. Как и все более поздние саблезубы, они специализировались на крупных копытных. Вероятно, именно от них произошли самые известные саблезубые кошки – смилодоны. Эти хищники обитали в Северной и Южной Америке примерно с 2,5 миллионов до 10 тысяч лет назад. По размерам они были близки ко львам или тиграм. От этих хищников их отличало более плотное строение тела, короткий хвост и, конечно, саблевидные клыки. По разным оценкам, их масса могла достигать от 280 до 440 килограммов. Длина верхних клыков смилодона могла составлять до 28 сантиметров. Гоматерии были распространены как в Северной Америке, так и в Евразии и Африке. Их задние конечности были короче передних. Это говорит о том, что гоматерии неплохо прыгали. Строение мозга и глаз говорит, что это были скорее дневные, чем ночные хищники. Основной причиной вымирания саблезубых кошек считается деятельность человека. Все они были достаточно узкоспециализированными хищниками. Вероятно, первобытные охотники стали конкурентами саблезубов в охоте на крупных копытных. Уменьшение количества еды резко сказалось на сокращении численности саблезубых кошек во всех регионах их обитания. Пантеры или большие кошки. К этой группе относятся практически все современные крупные кошки, кроме пум и гепардов. Но и среди пантеровых имеются вымершие на данный момент виды. К ним можно отнести, например, пещерных львов, живших в Европе и Сибири в эпоху плейстоцена. По размерам они были сопоставимы с современными африканскими львами, но не являлись их предками или потомками. Эти виды развивались в разных регионах отдельно друг от друга. Примерно 700 тысяч лет назад в Евразии появились масхабские львы, которые были примерно на полметра больше современных.
Из современных животных с ними можно сравнить такой необычный гибрид, как лигр. Именно от них около 300 тысяч лет назад и произошли пещерные львы, которые не только заняли почти всю Евразию, но и перебрались в Северную Америку. Здесь от них произошли львы американские. В целом, все современные пантеровые появились в Южной Азии и оттуда расселились вплоть до Африки и Южной Америки. В Азии остались жить тигры, снежные барсы и дымчатые леопарды. В Африке — львы. Леопарды, скорее всего, появились на Ближнем Востоке и уже оттуда расселились по Африке. В Америке обосновались ягуары, которые произошли, вероятно, от гомбасцокской пантеры, которую еще называют европейским ягуаром. От нее же или от кого-то из ее родственников появились львы и леопарды. Гепардовые. Совсем недавно единственный современный вид гепардов выделяли в отдельное семейство. Но учитывая близкое родство с пумами, было решено переместить их в группу малых кошек, куда также входят рыси, каракалы, сервалы и все остальные, включая наших домашних питомцев. До недавнего времени считалось, что гепарды появились в Северной Америке. Именно там были обнаружены останки предков этих кошек, а также пум возрастом около 400 тысяч лет. Но в конце 2000-х годов в Китае был найден хорошо сохранившийся череп генетически близкого вида возрастом более 2 миллионов лет. Эта находка дала возможность утверждать, что предки гепардов изначально жили в Азии, а позже переселились в Америку через Виргинию. Малые кошки. Как мы уже сказали, к группе малых кошек относился и предок наших сегодняшних домашних питомцев. Он отделился от общей ветви около 130 тысяч лет назад. Кстати, интересно, что основное отличие малых кошек от больших заключается в неумении рычать. От этого общего предка произошли самые разные дикие кошки небольшого размера. Манулы, лесные и камышовые коты, а также много других видов. Около 10 тысяч лет назад началось одомашнивание африканского степного кота. До недавнего времени считалось, что первые домашние кошки появились в Древнем Египте. Но не так давно более древние свидетельства совместного проживания человека и кошки были найдены на Ближнем Востоке. Переход из дикого состояния в домашнее никак не отразился на внешности животных. Да и поведение домашних кошек сильно отличается от повадок других питомцев человека. В целом, кошки достаточно быстро дичают при отсутствии рядом людей и могут свободно скрещиваться с другими разновидностями диких кошек. Еще в Средневековье люди держали охотничьих гепардов, барсов и других крупных кошек. Но считать этих хищников домашними животными вряд ли можно. Вот и кошки, несмотря на тысячи лет проживания в наших домах, сами пока не признали себя полностью одомашненными. При этом их эволюция и сейчас не стоит на месте. Продолжается она в основном при активном участии человека. За 10 тысяч лет на Земле появилось огромное количество самых разных пород, отличающихся расцветкой, размерами и другими особенностями.
Первыми выведенными человеком породами считаются египетская Мау, персидская, азиатская Табби и сиамская кошка. Чуть позже люди вывели мейн-кунов, а также британскую и шотландскую породы. Также человек приложил руку и к эволюции диких разновидностей этих совершенных охотников. Выяснив, что львы и тигры имеют генетическую совместимость, ученые вывели лигров и тигра-львов. В дикой природе крупные кошачьи, в соответствии с законами природы, эволюционируют не так быстро, как домашние кошки. Но все равно, в данный момент львы, тигры, снежные барсы, ягуары и многие другие кошачьи занимают верхние ступени пищевой пирамиды почти по всей планете. В завершении выпуска мы, по традиции, выражаем благодарность всем зрителям, досмотревшим его до конца. А из наших предыдущих роликов вы можете узнать о том, как появились и развивались другие виды животных, населяющих нашу планету. Также канал «Эпоха динозавров» рассказывает об эволюции человека, особенностях развития общества в разное время и предположениях ученых на тему будущего Земли в ближайшем и отдаленном будущем.